Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. В сегодняшнем видео я не буду говорить о том, что там очень сложные времена, очень плохо все для канала. Просто скажу, ребят, не забудьте за свой лайк, комментарий, подписку. Это очень важно. Мотивационный вопрос стоит очень-очень жестко. Ну и, естественно, благодарю всех тех ребят, которые нажимают поделиться. Спонсорам отдельное благодарность. Итак, в сегодняшнем видео я отправляюсь просто-напросто где-то туда, в мир приключений. У меня здесь ищейка, плюс к этому еще больше ищейки и верный друг, увы, Хаски, никаких ротвейлеров. Отправляюсь я в одну очень интересную локацию. Сейчас вы прямо узнаете, что это за локация. Буду фармить, бомбить ее не один раз, потому что это очень интересно. Моя любимая локация, которая может быть, и так вы увидели теплый сет. Странно как-то идти в хэллоуинском сете на самую холодную локацию в игре Last Day on Earth Survival. А ведь именно там можно найти что-то крутое, подобное типа танков, хижин громилы, санки, мотороллеры и самое главное пещеры. Пещеры это то, что фирме нужно, потому что именно для этого я и беру с собой пса. И, наверное, сейчас буду смотреть, есть ли у меня расходники, такие как косточки для собаки. По-моему, косточек нету, и все-таки помимо видосика я, наверное, буду все-таки возвращаться домой, чтобы кормить своего собакевича. Очень-очень-очень важно, найдя пещеру, чтобы твоя собака не хотела жрать. Это важнейший элемент в игре. Режим стелса, я думаю, что не раз меня спасал здесь, очень важно. Я здесь не стараюсь сливать большущее количество зомби, а просто-напросто я стараюсь здесь искать топовые находочки, которые радуют глаз. Залетел зима, холодно, ночь. Так, и никто не сможет мне помочь. Итак, ящики, простые ящики меня не особо интересуют. Меня интересуют только большущие крутые находки. Но по возможности буду открывать простые ящики. Это тоже достаточно интересно. Хотя, мне кажется, по своей крутости лута они не отличаются. Танк. И это просто круто. Это удивительная находка. Вы сами знаете, что в этой находочке можно найти и УЗИ, и самопал. Так, короче, сейчас заценим. М16, красный талон и шапка. М-ка бывает разная. Бывает целая, бывает не особо. Но, в принципе, я доволен своей находкой. Сразу с первой же локации нашел уникальнейший танк. И это только, я надеюсь, начало. Круто, согласен. Я уже несколько раз говорил о том, что можно улучшить в этой локации. Сделайте топовый лут. Разработчики, обращаюсь сейчас именно к вам. Сделайте на этой локации топовый лут. Именно он поможет нам перенести большущее количество аудитории именно в эту локацию. Потому что я думаю, что каждый захочет пойти в зимку. Пускай скрафтить крутой, кстати, белок неплохо. Скрафтить, пускай там себе этот сет теплый или выбить где-то. Пойти, поискать вот такие вот ящики, выбить ВСС-ки, катаны, короче, кучу всего интересного. Ждем не дождемся. Ну а мы релогаем. Ребят, я сразу же пришел на другую локацию и сразу джекпот. Ну, джекпот, конечно, было бы, если я узнал, что там очень крутой лут, например, ВСС Винторез. ВСС это уникальнейшее оружие, которое выпадает редчайше, и встретить его тоже практически невозможно где-то на локациях, разве что у выживших, и то не 100%. Крепкий алкоголь и не только, вещи, которые здесь падают, реально падают. Итак, я лутаю вот такой вот ящик и уже хочу вам сказать, что там нас ждет еще одна уникальная находка. Кстати, бинты падают тоже неплохо. И Глоки пока справляется с своей обязанностью. То есть, ну, как минимум мы можем увидеть, что
Глока здесь предостаточно, чтобы держать себя в тонусе и достаточно уверенно разбирать локейшн. Так, вот оно что. Сюда заходим. И танк, ребят. Еще один танк. One more time. Танк. Интересно, симпатично, максимально отлично. Я надеюсь, что в танке... Что же в танке тут лежит и ушами шевелит? Винчестер и зеленый талон. Не самое лучшее, что могло бы быть. Но давайте начнем с того, что на безрыбье и рак рыба. Очень неплохая тема. Долго не мог понять эту пословицу, но потом, естественно, въехал. Сильно агрить на себя не буду. Просто валим на все 4 стороны. Ну, поскольку на меня идет только один замерзший, я еще один ящичек лутанул. Вы видите, что здесь ящики не такие уж плохие. Ящики тоже можно подлутать. Чик. Такое. Кстати, колеса перерабатываются на сталь. Очень круто, кому нужна интересная информация. Нашел вот эту вот штукенцию. Это полностью какая-то пещера, гряда камней. И сюда попасть можно только с верным другом. Еще одно место, где стоит завести верного друга. Вот оно, ребята. Тема. Это полностью целый дробовик. Короткоствольный, очень крутая тема. То есть я нашел вот такие вот вещички за все время, что здесь был. Ходил я также за лакомством для собак, для того, чтобы собака была дольше. В принципе, она проголодалась, но это терпимо. Нашел я вот эту вот пещеру. Понимаю, что как только собака голодная, пещеры попадаются чаще. Пишите в комментариях, попадались ли вам эти пещеры. Очень интересно узнать побольше инфы от вас. Я побегаю еще немного. Также пооткрываю ящики. Очень приятно то, что, ну, сколько я здесь? Ну, по сути, 2 локации и переход домой. Если честно, то, ну, минут может быть 10. И вот за 10 минут я нашел 2 эмки, дробовик, глок, винчестер. Неплохо. Кстати, крепкого алкоголя достаточно много. Если честно, да, я потратил 2 глока, но можно было бы их и не тратить. Режим стался не раз меня спасал. И он, кстати, приходится для этой локации. Что я делаю вообще, выходя на глобальную карту? Вышел на глобальную карту, перешел на оранжевую, простую. Ну, то есть, считается, что простая, да, на оранжевую тоже зимнюю локацию. Вернулся назад в красную. Это дает возможность перезагрузить локейшн и без особых проблем лутать ее заново новоиспеченной локации. Это крутые реалии игры. И с одной стороны очень приятно. Но с другой стороны очень неприятно, когда, ну, если случается, а случаются такие моменты, например, сливают. Поэтому я советую раз в 24 часа юзать, ну, то есть, если ты собрался на опасную миссию, обязательно придержи для себя уникальную тему воскреснуть, не потеряв лут. Раз в 24 часа для тебя такое просмотр рекламы, и ты просто-напросто уже на коне. Круто? Да это идеально. Ну что, ребят, вот оно что. Вам ящики и только ящики. Принимать бой за ящики не особо хочется, да, поэтому я буду релогать и отлоку, и искать танки, пещеры и остальное. Ну что, ребят, я отправился в поиски, пробрался между опасными зомби, особо не обращая внимания. И на себя тоже. Нашел я здесь где-то, кроме ящиков, по-моему, снегоход или снегокат. Отличная тема, где можно было бы поднять что-то приятное. Где именно, я уже забыл, потому что возвращался назад к чоперу. Брал с собой оружие. Короче, в этой локации обязательно оно есть. С какой стороны? Блин, я еще там слил толстяка и вблизи стоящего зомби. Так, это тоже простой ящик. Ну, давайте лутанем, так как он не охраняем. Ну и, в принципе, вы знаете, что
Простая локация, такая как вот этот вот зимний лес, может принести в себе очень большое количество хороших ресурсов. Очень таких хороших. Ящики на пути не могу пройти. Вот вам еще один. Ну, еда, борода. Так, что хотел сказать за ящики. Просто в простых ящиках, если вы заметили, падают эмки. Вот, катаны, вот эмки, это все падает. Это все приятно, это все присутствует. Плюс к этому еще есть вот такие. Это что? Ну, это снегокат или как он? Воу-воу-воу, ребят, что-то бьют-то. Ты что такой? Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты чего? Прибежал собака. Ну, спасибо, что ты жрала. Конечно, очень хотелось бы, чтобы собака как-то жрала побольше. Самопал, бензин. Неплохо. Так, это снегоход по любасу, да? Прикольная тема. Было бы очень приятно взять его покататься с той же канистрой бензина, который там находится. Прикольно, приятно, несмотря на то, что это самопал, а не какой-то миниган, да. Ну, очень приятно, очень. Едем дальше, смотрим четче. Пока все хорошо. Эмки сыпят неплохо. Я очень-очень удивлен, то, что так хорошо все выпадает. Но сразу скажу, что бывают такие то ли дни, то ли это рандом. Глоки бывает и по 2 выпадает, и заряды С4 выпадает, и в одной локации, и в другой, как только думаешь, ну все, начну снимать. Как только начинаю снимать, 20 локаций, бородень полнейший. Попробую еще одну локацию лутануть, ребят. Посмотрим, что с этой локации выйдет. Насколько все круто, насколько все отлично. Ну и, в принципе, я взял с собой неплохое количество огнестрела. Тут и УЗИ были у меня, и ВСС, с которым я мечтал пострелять. Ну, почему мечтал? Просто хотел. Думаю, почему я буду ее тратить? Я потрачу его на что-то более интересное, крутое. Так, блин, честно думал, что это что-то вот типа танка или что-то такого крутого. Честно, на подобных локациях не так уж и часто встречаются хижины громилы. Или, например, там, что еще? Ну, танки часто встречаются. Хижина громила не часто встречается. Вот эти вот пещеры не часто встречаются. Очень хотелось бы видос, в котором прям вот эти вот хижины громила штук 15, их там вот этого штук 15. У меня есть несколько их штук, но лут в них отличается каждый раз. Фастфуд. Тебя собака жрет за задницу. Фастфуд. У него катана по-братски, да? Ладно, катану заберем. Ну, надеюсь, что они... Ага, ее вообще нет. Он ее выбросил. Короче, дело к ночи. Куча лута. Пацан, конечно, как он умудрялся фармить в таком сайте. Больше всего, что костры разводить. Лута. Но не на каждой локации найти именно вот такого вот уникального. Я бы вот сейчас еще, если честно, хижину нашел. И, по-моему, там еще есть санки. Вот санки типа собачья упряжка и такие же санки, как собачьи упряжки, тоже здесь попадаются. Но вот собачьи упряжки чаще всего и мясо выпадает какое-то вяленое или что-то подобное. Ну, то есть не особо редкая какая-то тема. Но вот с дома громилы, по-моему, я там М-ка чаще всего сыпет. Да у меня и так вот, если честно, с простых ящиков-то. Я еще и не все открывал, ребят. Вот дробовик, пожалуйста. Просто не все открывал и вот так вот все сыпет. Очень приятно сейчас видеть то, что здесь происходит. Так, ты чё? Чё тебя откинул от ящика? Воняет, что ли? Так, достаточно все прикольно. Ящик за ящиком. Да, приходится пострелять. Но если вам тоже интересно позаглядывать вот так вот в ящички, я бы, знаете, что бы хотел сейчас? Чтобы просто элементарно заряды С4 падали. Люблю зарядики С4. Поеду еще одну локу, да? Давайте еще одну. Вот что-то верится, что вот самая крутая локация будет. Сейчас перезагружу ее и будем заглядывать туда. Буду заглядывать туда со всей силы. Ребятушки, благодарочка вам от души за то, что вы вообще заходите, вот здесь находитесь и, конечно же, пишите комменты и все остальное. Так. Сюда и назад.
Локация перезагружена, ребят. Локация, как говорится, в полном ее доступе. Сейчас мы сделаем ветера и, конечно же, попробуем разыскать все. Кстати, кому интересна монета по акции, я напоминаю. Если вы досмотрели до этого момента, монеты по акции как раз нужно купить. Ну, я не то, что говорю, если ты истинный ценитель игры, там хочешь, никто не заставляет тебя, просто вот по-братски монеты реально по акции можно закупиться по в 2 раза там стоимости меньше. Приятно очень это видеть, как такое большое количество зомби охраняет один ящик, прям захотелось заглянуть. Я знаю, что это будет моя крайняя локация, не последняя, но крайняя. Ну и решил, почему бы не сделать открытие всей локации. Так, на льду. Прикольно, интересно. Если здесь лед, значит там под низом вода. Рыбалка зимняя. Прикинь, бур там нужно сделать, пойти зимнюю рыбалку. Просто жесть, перебор будет. Да, я ценитель зимней рыбалки, но даже не знаю, что больше. Насколько нужно хотеть, как говорится, рыбы, чтобы выйти зимой на тонкий лед и ловить там что-то наподобие карасиков на пале, как размером как палец. Причем бывает даже на ноге. Так, кстати, крепкий алкоголь перестал падать. Вначале прям сыпало, сыпало, сыпало. По-моему, 18 бутылок я отнес. О! Ха-ха! Ребят, говорил, что танк выпадет. Ну, я не говорил о танке, я говорил, что что-то выпадет. И еще, замерзшие вот эти толстяки, они как бы кочующие зомби. Они прям вот с одного места к другому переходят. Красный талон. Вот прикольно. Раньше, мне кажется, что было больше. Так, ну что. 3 танка, это вам не шутки. Мы встретились в маршрутке. 3-й танк. Смотрим. Дробовук. Да ты шо, какая прелесть. Очень приятно, ребят. Очень приятно. Ну что, я не буду здесь задерживать. Я честно. Да ты ну вот смотри, ну ты, да, я там, по-моему, пару эмок не показал, как я нашел. Ну ты посмотри сам, видел, сколько огнестрела. Десятку огнестрела. Да, на какого-то убитого, подшатанного. Но дробовики пойдут на волны в полицейском участке. Глок достаточно неплохой. Эмки, ну вот эмки, конечно, подкачали. Почему они такие надбиты? Подожди, где самопал я делал? А, вот 10, да, самопал. Круто, интересно, отлично. Зимняя локация, да здравствует, я пошел домой. Не забывай, что здесь еще и медную руду фармить можно. От души благодарен тебе за то, что ты поставил лайк, за комментарий, ну и за все остальное, конечно, благодарочка. Так, ребята, которые досмотрели до конца, вы знаете, что если ты становишься спонсором, либо донатишь на канал, ссылки на донат можно, вот, я не знаю, может быть, добавить сюда. Благодарность это best of the best. Я, наверное, сделаю это, будем смотреть. Может быть, и будут те ребята, которым нравится контент, которые смотрят видео, но не приходят на стримы, хотят поддержать. Для меня это будет мотивация. Короче, попробуем. Всем удачи, пока. Телеграм-канал в описании. Там розыгрыш стартовал. 29 числа уже выберем 5 победителей. Вот такие вот прикольные призы, которые уже на следующий сезон, на 46-й, я так понимаю, сезончик будет уже... У нас уже стартовал розыгрыш, в котором 46-й сезон премиум аккаунты дарим 5 крутым обладателям. Поэтому следите за обновлениями и вступайте в Телеграм, там вся инфа. Пока-пока.